Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире, и сегодня я проанализирую несколько важных новостей, включая «Кто в Германии друг Путина?». Но сначала начну с горячих новостей, это с Турции. Реджеп Эрдоган уже изменил конституцию, чтобы оставаться у власти дольше положенного срока, однако, согласно действующим законам, в 2028 году его правление должно подойти к концу, по крайней мере официально. На деле же есть все основания полагать, что турецкий лидер не собирается просто так уходить. Как же Эрдоган может остаться у власти после 2028 года? Напомню, что в Турции президент избирается сроком на 5 лет, и Конституция допускает только 2 срока. Это означает, что Эрдоган, который занимает пост президента с 2014 года, не имел бы права баллотироваться снова. Однако еще до начала своей второй каденции он изменил Конституцию, введя новую систему президентского правления в 2018 году. Тогда он заявил, что с этого момента начинается новая эпоха, а это значит, что его первый срок как бы обнуляется. Этот шаг позволил ему официально переизбраться на второй срок в мае 2023 года. Победа далась ему нелегко, он одержал ее лишь во втором туре с небольшим перевесом. Теперь же по действующим законам его полномочия окончательно истекают в 2028 году. Однако 71-летний президент не подает никаких признаков, что готов сложить свои полномочия. В Турции активно обсуждается вероятность того, что Эрдоган попытается остаться в кресле президента и после 2028 года. Именно в этом контексте рассматривается арест Экрема Имамоглу, одного из самых популярных оппозиционных политиков и главного потенциального соперника Эрдогана на предстоящих выборах. Имамоглу – это мэр Стамбула, считается самым опасным конкурентом действующего президента, поскольку именно он смог бы объединить оппозицию и составить реальную угрозу власти Эрдогана. Его арест и последующая отстраненность от должности многие политические обозреватели расценивают как попытку устранить конкуренцию заранее. Существует несколько возможных сценариев, как Эрдоган может удержаться у власти. Во-первых, это новая поправка Конституции. Если парламент примет изменения, которые позволят Эрдогану баллотироваться снова, он получит юридические основания остаться президентом. Во-вторых, это досрочные выборы. Потому что, согласно турецкому законодательству, если парламент досрочно распускается, то у действующего президента появляется право вновь выставить свою кандидатуру. Третье – это перехват власти через назначенного преемника. Эрдоган может попытаться поставить своего лояльного кандидата, который формально займет его место, но фактически будет лишь его марионеткой. Четвертое – это обострение политической ситуации в стране и введение чрезвычайного положения. Это может стать предлогом для отмены выборов или их переноса на неопределенный срок. Таким образом, друзья, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на третий президентский срок, у Эрдогана есть две легальные возможности. Во-первых, это досрочные выборы или изменение Конституции. Однако реализовать любой из этих сценариев будет непросто. Для этого ему потребуется широкая парламентская поддержка, которой у него пока нет. Итак, вариант первый – это досрочные выборы. Давайте разбираться. Согласно статье 116 Конституции Турции, президент может баллотироваться на третий срок, если парламент сам инициирует досрочные выборы и проголосует за них большинством в 3/5 голосов, то есть 360 из 600 голосов. Однако есть здесь важный нюанс. Если досрочные выборы объявит сам президент, то этот механизм просто-напросто не работает, и баллотироваться он не сможет. Именно поэтому для реализации этого сценария Эрдогану потребуется убеждать депутатов проголосовать за распуск парламента. Вариант второй – изменение Конституции. Такой второй путь – это прямое внесение изменений в Конституцию, которое бы позволило Эрдогану официально баллотироваться на третий срок. Для этого требуется 2/3 голосов в парламенте, то есть это не менее 400 из 600. И возникает вопрос, а хватит ли у Эрдогана голосов? На данный момент правящий альянс Эрдогана не имеет достаточного большинства для реализации ни одного из этих сценариев. Партия справедливости и развития, основанная и возглавляемая Эрдоганом, имеет всего лишь 272 места в парламенте. Ее коалиционный партнер, ультранацистская партия националистического движения, контролирует 47 мест.
В сумме это 319 голосов, что меньше необходимого минимума даже для распуска парламента, не говоря уже о конституционных изменениях. Чтобы добрать недостающие голоса, Эрдогану потребуется новый союзник. В парламенте есть две крупные оппозиционные силы. Республиканская народная партия, 134 мандата. Это главная оппозиционная сила, которая принадлежит Экрем Имамоглу, именно возглавляет движение против Эрдогана, поэтому вероятность их поддержки крайне мала. И вторая демократическая партия народов, 57 мест. Эта партия представляет интересы курдского меньшинства, а курдский вопрос всегда, вы знаете, был крайне болезненной темой для Эрдогана. Однако в политике нет ничего невозможного, и если Эрдоган предложит выгодные условия, часть депутатов Демократической партии народов теоретически могут его поддержать. Таким образом, Эрдоган находится сейчас в сложной ситуации. Для сохранения власти ему необходимо договориться с частью оппозиции или найти иной способ удержания власти. Политические турецкие обозреватели отмечают, что его последние шаги, включая арест Экрема Имамоглу, могут быть частью более масштабного плана по устранению всех потенциальных конкурентов. Возникает вопрос, может ли Эрдоган предложить курдам, скажем так, сделку, чтобы остаться у власти. Думаю, что это самый реалистичный вариант для турецкого лидера. Если Демократическая партия народов поддержит идею досрочных выборов, то коалиция Эрдогана получит, внимание, 376 голосов, это больше необходимого минимума в 360. Однако, чтобы заручиться поддержкой курдов, придется предложить им нечто весомое. Согласно информации, которая просочилась в прессу, закулисные переговоры между Эрдоганом и курдскими представителями уже могут идти полным ходом. Еще осенью 2023 года турецкое правительство предложило неожиданный шаг. Через депутатов Демократической партии народов было инициировано восстановление мирного процесса между государством и Рабочей партией Курдистана, которую власти Турции считают террористической организацией. Этот подход может быть важным сигналом, указывающим на потенциальное сближение. Однако не все так просто, как кажется. Даже если Демократическая партия народов согласится поддержать досрочные выборы, это не гарантирует победу Эрдогану. В условиях усиливающегося недовольства в стране его позиции слабеют, и на выборах он может столкнуться с серьезным соперником. Пока Эрдоган ищет пути сохранения власти, оппозиция также готовит свой ответ. Если основной оппонент президента Экрем Имамоглу останется за решеткой, то Республиканская народная партия может выставить другого популярного кандидата. Одним из наиболее вероятных кандидатов является мэр Анкары Мансур Яваш, авторитетный политик, чья популярность не уступает Имамоглу. Если выборы состоятся досрочно, у Республиканской народной партии будет возможность мобилизировать протестный электорат и создать коалицию, способную одолеть Эрдогана. Таким образом, даже если президент продвигает проведение досрочных выборов, это не означает, что он их выиграет. Другим вариантом удержания власти для Эрдогана может стать изменение Конституции, которое позволило бы ему остаться президентом на неопределенный срок, а возможно даже и на всю жизнь. Однако для этого ему необходимо не менее 400 голосов в парламенте, что почти невозможно. Даже если Демократическая партия народов и несколько, скажем так, мелких партий неожиданно поддержат правящую коалицию, необходимый порог в 400 голосов все равно не будет достигнут. Еще раз, друзья, делаю акцент на том, что с 3/5 голосов, то есть 360 плюс, Эрдоган может лишь объявить референдум о конституционной реформе по аналогии с 2017 годом, когда Турция перешла к президентской системе. Однако в нынешних условиях такой шаг может оказаться очень опасным для самого Эрдогана. Если народ все же проголосует против изменений, его положение серьезно ослабнет, а оппозиция получит сильнейший политический рычаг. С учетом нарастающего экономического кризиса в Турции, растущих антиправительственных протестов и разочарования в обществе, вероятность успешного исхода референдума для Эрдогана очень сомнительна. Поэтому, друзья, Эрдоган оказывается сейчас перед сложным выбором: либо идти на сделку с курдами, рискуя потерять националистический электорат, либо искать другие способы сохранения власти, которые еще сильнее усилят напряженность в стране. Думаю, нам с вами будет интересно понаблюдать за дальнейшими событиями в Турции. Ситуация обещает быть интересной. А дальше давайте разберем новости из Германии. В разгар
коалиционных переговоров между ХДС, ХСС и СДПГ в Германии заместитель председателя ХДС Михаэль Кречмар вновь выступил с резонансным заявлением о необходимости смягчения санкций против России. Причем он даже не единственный представитель партии, который делает пророссийские заявления, вызывая жесткую критику со стороны политических оппонентов. Особенно резкую реакцию выразили зеленые, потребовав, чтобы глава ХДС Фридрих Мерц вмешался в ситуацию и пресек подобные высказывания. Лидер фракции «Зеленых» в Бундестаге Брита Хассельман подвергла резкой критике высказывания Кречмара, заявив, что его позиция выглядит как заигрывание с Кремлем в самый разгар войны. Цитата. «Пока Путин продолжает бомбить Украину, премьер-министр Саксонии Кречмар снова заискивает перед этим Путиным». Возмутилась она. Хассельман призвала лидера ХДС Фридриха Мерца немедленно разобраться с московской связью в своей партии, ясно дав понять, что подобные взгляды противоречат общей линии Европы. В своем заявлении Михаил Кречмар подверг жесткой критике позицию Германии и Европы по категорическому отказу от смягчения санкций. Он назвал такой подход устаревшим и несоответствующим нынешним реалиям. Цитата. «Это абсолютно устаревшая позиция, и она совершенно не совпадает с тем, что делают сейчас американцы», заявил он, намекая на более прагматичный подход Соединенных Штатов Америки. Кроме того, он подчеркнул, что действующая санкционная политика вредит в первую очередь самой Германии, а значит, пришло время задуматься о ее целесообразности. Если мы видим, что наносим больше ущерб самим себе, чем противнику, то необходимо задуматься, действительно ли это правильная стратегия, подчеркнул Кречмар. В свою очередь Брита Хассельман заявила, что любое смягчение санкций стало бы грубейшей ошибкой, которая поставила бы под угрозу единство Европы в отношении России. Ослабление санкций означало бы, что Германия выходит из единой позиции Европейского Союза, подрывая общую политику, предупредила она. Лидер фракции «Зеленых» также потребовала от руководства Христианско-демократического союза четкого дистанцирования от подобных заявлений и жестких мер в отношении политиков, которые пытаются продвигать российскую повестку в ХДС. При этом Кречмар не единственный в партии, кто высказывается в таком ключе. В своих заявлениях о необходимости пересмотра санкционной политики его также поддерживает депутат Бундестага от ХДС Томас Байерс, а также заместитель председателя фракции ХДС в Северном Рейне-Вестфалии Ян Хайниш. Хассельман прямо заявила, что такие политики, как Кречмар, Байерс, Хайниш, не должны играть никакой роли в коалиционных переговорах, так как их позиция идет вразрез с основными принципами европейской политики. Очевидно, что внутри ХДС формируется группа политиков, выступающая за пересмотр санкционной политики и восстановление контактов с Москвой. Это может создать серьезные проблемы для партии на фоне коалиционных переговоров и усилий давления со стороны социал-демократической партии Германии и «Зеленых», которые требуют однозначной антироссийской линии. Лидер фракции «Зеленых» Брита Хассельман заявила, цитата, «Фридрих Мерц и руководство ХДС больше не могут прятаться и должны наконец-то занять четкую позицию по возвращению московской связи. Время замалчивать этот вопрос прошло», заявила Хассельман, требуя решительных действий. Особенно показательно, что Михаэль Кречмар наряду с Мерцем входит в число 10 представителей Христианско-демократического союза, которые участвуют в ключевых коалиционных переговорах с СДПГ. А такие партийные функционеры, как Томас Байерс и Ян Хайниш, занимают важные места в профильных рабочих группах. Томас Байерс отвечает на вопросы инфраструктуры. Ян Хайниш работает над энергетической политикой. Именно в этих сферах возможно ослабление санкций против России и восстановление энергетического сотрудничества с Москвой, которые играют ключевую роль. Во время переговоров Байерс и Хайниш сделали несколько резонансных заявлений, которые касаются будущих энергетических отношений с Россией. Ян Хайниш в интервью «Политика» заявил, цитата, «Когда однажды будет достигнут справедливый и безопасный мир, мы должны будем снова обсудить возможность закупки российского газа». А Томаш Байерс пошел еще дальше. Он написал в соцсети, комментируя слухи о возможном возвращении проекта «Северный поток-2». Цитата. «Когда вновь установится мир, отношения нормализируются, от санкций рано или поздно будут отменены, конечно, газ снова может поступить. Возможно, в этот раз по трубопроводу уже под контролем Соединенных Штатов Америки». Байерс подчеркнул, что этот вопрос должен решаться рынком,
а не политическими санкциями. Как видите, друзья, такие заявления снова подлили масло в огонь. Внутрипартийных разногласий в Христианско-демократическом союзе либеральное крыло партии и сторонники жесткой линии в отношении Москвы считают, что любые намеки на смягчение санкций против России подрывают единую позицию Запада и могут ослабить позицию Германии в коалиционных переговорах. Тем временем политики, выступающие за более прагматичный подход, продолжают намекать на возможность будущего восстановления экономических связей с Россией, в первую очередь в сфере энергетики. Сможет ли Мерц и руководство ХДС удержать партийную дисциплину и избежать раскола на фоне этих дискуссий, остается открытым вопрос. Друзья, как вы оцениваете эти события? Какой сценарий развития ситуации в Турции, на ваш взгляд, наиболее вероятен? И что вы думаете о пророссийских заявлениях немецких политиков? Буду ждать ваших комментариев. Также не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить свежих выпусков. До встречи и хороших вам новостей!